На днях я наткнулся на статью некого священника Глеба Якунина. Я не знаю, кто это такой, но здесь он упоминает интересный принцип «держи вора». Как раз об этом принципе мы и говорили в первых двух видео. Смысл этого принципа в том, что нужно присмотреться к обвинителю, который обвиняет другого, например, в экстремизме. Вполне может быть, что присмотревшись к обвинителю, вы заметите, что именно он как раз и является экстремистом. Задумайтесь, если создать о свидетелях Иеговы в России миф о том, что это страшная секта, которая отбирает квартиры и все имущество людей, что теперь можно с ними сделать? Имущество, сбережения, жизни. Ради чего этим жертвуют те, кто поверили свидетелям? Вот как создавался такой образ о свидетелях Иеговы, а главное, для какой цели, для чего этот образ создавался. Вот сейчас давайте это обсудим. Недавно на заседании ООН по поводу одного международного скандала представитель России высказал интересную вещь. В юриспруденции, да и в жизни вообще есть принцип «qui bono» или «qui prodest». То есть ищите тех, кому это выгодно. Я считаю, это очень интересная мысль, очень хороший принцип. Как раз давайте перенесем эту ситуацию на свидетелей Иеговы и посмотрим, какая здесь была выгода и кому это было все выгодно. Как вы уже знаете, запрет свидетелей стал возможен благодаря постоянным подбросам в их здания запрещенной литературы. Сами свидетели постоянно утверждали и показывали даже видео о том, что они не хранят эту литературу, но им ее подбрасывают. Повсеместно в регионах идут обыски, вбросы идут экстремистской литературы, причем это фиксируют камеры видеонаблюдения. Это камеры видеонаблюдения, которые устанавливает религиозная организация. Но правоохранители, приходя, не зная, что где-то есть камера, достают литературу, подкладывают, и тут через 5 минут ее достают. Меня, знаете, что в этой ситуации удивляет? До сих пор никого не привлекли к уголовной ответственности, я имею в виду из правоохранительных органов. Это же уголовно наказуемое деяние, фальсификация. Ни один суд даже не стал рассматривать такие видеозаписи. Свидетелям Иеговы ничто не помогло, и поэтому теперь вся их собственность подлежит ликвидации. Свидетели Иеговы – это экстремистская организация. Имущество российского отделения обращено в пользу государства. Ликвидировано будет и главный центр, и еще 400 филиалов. Все имущество подлежит конфискации. Qui bono, qui prodest. Итак, мы ограбили свидетелей Иеговы. Но как объяснить населению, почему мы это сделали? Сколько заработали сектанты, запугивая своих адептов, и сколько жизней успели загубить? Вот оно что, так их ограбить и не жалко. Что-то мне это напоминает. В прошлый раз мы немного познакомились с Массимо Интровини и его формулой. Она состоит из 3 таких пунктов. Чтобы уничтожить какой-то народ или какую-то религию или чью-то репутацию, нужно пройти эти 3 стадии. Вторая стадия – это дискриминация, когда кого-то уже лишают каких-то прав. Например, нельзя уже работать в больнице этому человеку или представителям этой религии, или в каких-то других государственных учреждениях. Третья стадия – это уже откровенное преследование, открытое, вплоть до физического уничтожения. Но все начинается с первой стадии. Как вы понимаете, эта формула не является плодом моего воображения. В 2011 году она была официально принята на уровне ОБСЕ. Итак, первую стадию я назвал нетерпимость. После пришествия нацистов к власти, они приступили к первой стадии. Нетерпимость к евреям создавалась посредством пропаганды.
было написано очень много разных историй. Создано множество карикатур, которые показывали, как плохие евреи буквально поедают бедных и несчастных немцев. Кроме того, нацисты создали пропагандистский фильм «Еврей Сюз». В этом фильме они показали, что евреи якобы воруют христианских детей и убивают их. Итак, первая стадия – это нетерпимость. Она достигается с помощью средств массовой информации. Нужно разрушить репутацию. Оказалось, организацию, признанную экстремистской на основании множества доказанных фактов, в Брюсселе считают, я процитирую, имеющей право на свободу собраний. Мол, того требуют стандарты прав человека. Какие права человека для этих зомби? Вы только посмотрите. Организация запрещена во многих странах мира. Свидетели Иеговы уже названы одной из самых опасных сект мира и запрещены в 30 странах. Она официально запрещена в 35 странах мира. Одно из самых опасных религиозных объединений. Одно из самых, если не самой, закрытых в мире. Ну, одна из, на мой взгляд, опаснейших сект. Всего же в стране зарегистрировано около 400 филиалов свидетелей Иеговы, которые насчитывают почти 200 тысяч человек. Организаторам грозит до 10 лет лишения свободы. Как создаются такие сюжеты? Дело в том, что настоящих свидетелей Иеговы показывать неинтересно. Они не дергаются, у них не идет пена изо рта, а по рядам не проносится тарелочка для денег. Намного интереснее показывать их вот так. Вместо свидетелей Иеговы лучше и выгоднее показать пятидесятников. Вот посмотрите. Вот, давайте посмотрим. Вот, смотрите. Ведь это намного интереснее и красочнее. Вот теперь свидетели Иеговы станут у нас вот такими. Российские СМИ очень любят эту картинку. Она очень яркая, красочная, колоритная. Смотрите какая. Тут же с людей собирают в большом количестве деньги. Вообще в российских СМИ свидетелями Иеговы может стать кто угодно. Например, вот этого человека раньше мы приглашали в передачу «Пусть говорят». Кто это такой? Это лидер церкви, так называемой «Восстановления». Вот его интервью. Снимается аренда, да. Вот, мы делаем различные проекты, которые мы можем делать, я получаю зарплату, да. Вот, как священник, и в принципе на добровольное пожертвование людей. То есть никто десятину не платит? Платит. А, платит? Да, десятину. Вот, десятину платят. Здесь он дальше объясняет, что десятина для христиан это обязанность, это заповедь. Свидетели Иеговы разоблачают такую ложь в отношении Библии. Десятину христиане платить не должны. У свидетелей Иеговы десятины нет. Но вот эти люди, их очень выгодно подать как свидетелей Иеговы в российских СМИ. Сейчас свидетели Иеговы имеют отделение по всему миру. В организации примерно 8... Вот этот вот Пересветов со своей церковью стал свидетелем Иеговы. Кто-то, насмотревшись таких новостей, начал даже поджигать здания свидетелей Иеговы. Над этим можно посмеяться. Кто-то поджег дом, где сектанты проводили свои собрания. Пишут, потрясены актом вандализма. Иначе как парадоксом это не назовешь. Зачем журналисты выдают вот этих русских алкоголиков за свидетелей Иеговы? С какой целью это все делается? Смотрите. Таких зомби можно и поджигать, и все что угодно с ними делать. Смотрите, это свидетели Иеговы, ведь правда? Как все это назвать? Что же это такое происходит в последнее время в средствах массовой информации? Я позволю себе воспользоваться вторым умным высказыванием умного человека. В ход идут отточенные за последние годы приемы пропагандистской войны, рассчитанные на оказание мощного информационного воздействия на непросвещенную и впечатлительную публику. Приемы пропагандистской войны, рассчитанной на впечатлительную публику. Совершенно верно. Именно так это и можно назвать. А о ком вот при такой картинке, посмотрите, какая прелесть, при такой картинке о ком говорит ведущий? Организацию сообщества свидетелей Иеговы нужно назвать не иначе, как сектой. Ячейки иеговистов запрещены уже в 9 регионах страны, и около 100 книг и брошюр внесены в федеральный список экстремистских материалов. Туда же попал и главный сайт. Ничего не напоминает времена нацистской Германии, например, нет?
Большинство людей легко поддаются влиянию пропаганды или окружающих не потому, что все они злые. Нет, скорее их просто уносит сильное течение.